искать дом Кортасара. А вот это вот, апельсиновое дерево, которое зацвело. А пахнет оно вообще. Чувствуешь, Вань? Да. Обалдеть. А там еще фрукты с прошлого года. Классно пахнет вообще. Нет наших любимых кексов, вот в чем жопа. Ну, я вот такой съем. Половинчатый? Вот такой. Что-то я неправильно доделал. Нет, правильно. Просто ты слабосильная. Ну и на что это похоже? Какое замороженное? Типа какао замороженного, да? Ну, какое-то какао со сливками. Такое плотное. Похоже на какой-то тортик. Дай попробуй. Ну, это не совсем мороженое. Это что-то такое. Говно. Ну, такой сладкий. Вот это дерево, это фикус. То, что растет у нас на Урале в маленьких горшочках. А у этого фикуса листья больше моей головы. Вот такие вот фикусы в Аргентине. Коты большая редкость в Аргентине. Да, большая редкость. Собак много, а кошек нет. Нам надо собирать коллекцию песиков. Улица Евгения Рамиреса. Да, будто ты так говоришь, как будто ты знаешь, кто это. Нет, не знаю. Какой дом интересный. Смотри. И А какая башня? И башня. Вот кто-то вот так каждый день, да, музыку слушает. Вместо вот этих вот лая странных собак и кошек. Ой, ты иди сюда, посмотри. А что такое? Цветы. Точки? Да. Это еще весна, да? Весна, посмотри, да? Весна. Так это Просто не еще весна, это еще зима. А, ну да, календарная зима. Смотри, тут складывают книжки. Обмен книжками. Я хочу посмотреть. Надо в следующий раз будет принести. El Corsario Negro. Черная. Это. Как этот пират был? Черная голова? Нет? Я не говорю негра. Все, продолжайся. Ну, Эль Корсарио Негро. Черный пират. Ну, Корсары. это просто, это Корсары, это черный да. пират, да. Все, я выучила испанский. Смотри, вот эти вот шняшки. Я не знаю, как они называются. Это такие растения-паразиты. Они везде живут, даже на проводах, на стенах, на железных трубах. Я такого не видела, чтобы они вот так вот охватили все. Это он? О, прикольно. En este edificio vivió Julio Cortázar. El clima del barrio Rawsony y agronomía está presente en varios de sus cuentos. Клево. Что ты можешь сказать о Кортасаре? Слушайте, я прочитала одну книжку, честно. Называется она «Игра в классики». Я ничего не помню из нее. Помню, что у нее очень интересный формат, что ее можно прочитать по-разному 2 раза. Например, традиционно от начала до конца и как в классике. То есть ты читаешь главу, в конце главы номер следующей главы, и ты читаешь следующую главу. А в этой главе еще другая глава, и ты вот так вот скачешь по всей книжке. И говорят, что по-разному воспринимается текст.
Но я прочитала, по-моему, один раз. И читала я традиционно. Вот. И даже не помню, о чем он. К стыду своему. Но было интересно. А вообще, что ты думаешь по поводу этого дома? Ну, если честно, он мрачноватый. Мне кажется, в те времена, когда жил Картасар, как-то... Наверное, не лучшие слои населения там жили. Мне кажется, он был бедный студент. А представляешь, эту квартиру можно снять, например. Ну, может быть, да, кстати. Вообще здесь тоже какая-то немецкая, да, тематика? Да. Ты знаешь, что появились комары? Да, меня сейчас один цапнул. Такой мерзкий. Поздравляю, Вань. Ваня, поздравляю. Да, меня сейчас цапнул комар. Это было неприятно, и я такой вспомнил о комарах. Привет, сладкий. Как тебя зовут, котеныш? Блин, такое место классно. Классно, да? Я хочу с Гошей здесь погулять. В районе Агрономия довольно мало сдается жилья. Он сам по себе вообще небольшой. Большую его часть занимает огромный парк, где находится от университета этот факультет агрономии сам. А жилая часть очень небольшая и очень приятная, но здесь мало сдается. Ну вот смотри, вот это улица Картасара, а дом, где жил Картасар, не на улице Картасара. Ну, это было бы too much. О, кошак. Знаешь, мне кажется, такие прогулки блогерские нифига не прогулки. Потому что ты не наслаждаешься прогулкой, а все фиксируешь. Ну, фиксируешь. смотри, это с опытом. Мне кажется, такое с опытом должно Нет, мне происходить. кажется, нужны отдельно прогулки на погулять и блогерские съемки, потому что одновременно невозможно насладиться, отдохнуть и снимать контент. Но Поэтому всем памятники блогерам, которые делятся своей жизнью, это тяжело. Но ты как считаешь, мы сегодня пошли погулять или поблогерствовать? Ну, сейчас я думаю, что блогерствовать. Ну да, но тебе обидно, что мы не погуляли, да? Ну нет, мы сейчас все выключим и будем гулять, да, Вань, да? Ну сейчас уже темно, конечно, можно это. А, было бы не Выключить. темно, мы бы не гуляли, мы продолжали блогерствовать, да? Ну, я к тому, что сейчас уже мало что хорошего получится. Но, Ну, мы можем снять себя, например, давай у нас себя снимем. да, ну я думаю, что мы с тобой давай сейчас погуляем уже. Давай. Но если все равно будет какой-нибудь прикольный кадр, я не удержусь и сниму его. Вот. Не люблю я гулять, когда Ваня с фотоаппаратом. Ну, там Вообще все не хомяки люблю. бегают, там собаки-хомяки. Почему они хомяки? Ну все, последний кадр. Ну, уже не видно, мне кажется, ничего. Она, между прочим, колючая, ты знал, да? О, да. Ужасно. Криш, почему ты любишь мимозы? Но они у меня ассоциируются с весной. Когда еще в России холодно и грязь, появляются мимозы на 8 марта. И они такие желтенькие, пушистенькие, такие напоминают солнышко. И очень уютные цветочки. Такие прям студенты, такие спорят, такие чем-то. Boludo, pero chiste, la gente... No, pero así no, hay que bardear bien, ¿entendés? Claro. El arte. El tema es cómo lo ves vos, Querían claro. dejar al otro peor que el siguiente, ¿me entendés? Era ensuciar, claro. Querían ensuciar y ya se perdió el chiste, ¿entendés? Porque no ensuciaron bien, amigo. Si vos me ensucias con